Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Оксана Good Vintage. Продолжаем искать клад. Тот объем украшений, который у меня есть в моей винтажной антикварной комнате, это настоящая кладовая комната. На самом деле я уже, как говорится, ушло из-под моего контроля все, что приобретается, все украшения, которые я нахожу, я их ищу повторно в своей именно комнате. В общем, давайте продолжим сегодняшний разбор. И, мои дорогие, в прошлом видео я вам показала зажимы для платков, и сама была удивлена, что у меня их мало. И вам я сказала, что у меня их мало, но оказалось, что я не все знаю про свои коллекции. Вот те украшения, которые я вам в прошлом видео показала, кому интересно, посмотрите. Оказалось, что у меня их много. И я не все показала, то есть почему-то часть коллекции, как-то я их распределила в разные, так сказать, отсеки. Так что вот продолжаю, вернее, видео продолжаю именно с темы зажимов для платков, потому что платки, вернее, зажимы не все я вам показала. Вот и один из таких зажимов вот такой формы, я называю это чеканка. И, кстати, вот к этому зажиму у меня есть серьги, тоже в этой же технике выполнены, и в этом же отсеке они у меня находятся, но вот в таком золотом исполнении. И мне кажется, что вполне можно составить какой-то, скажем, смайлик, да, вот глаза и нос, что-то еще в форме рта можно подобрать. Геометричные формы, думаю, что это 70-е, 80-е, скорее всего, это подиумные украшения, хотя очень крупные, очень яркие, когда были в моде украшения именно золото, чтобы все сверкало, блестело, пайетки, крупные украшения, но они легкие, иногда я их надеваю, если хочется выглядеть ярко и акцентно. Ну и, конечно, вот этот вот зажим для платка тоже сочетается, на мой взгляд, очень хорошо. Так что напишите, жду ваших впечатлений. Следующий зажим, который тоже ушел из моего внимания, из-под моего внимания именно в прошлом видео, это вот такой зажим, который нашла совсем недавно в форме огранка, в смысле, в форме лепестка. На самом деле это какой-то экзотический, возможно, листок, но это квадрат, прямоугольник, ромб, как хотите. Ну, тоже такой вот интересный зажим. То есть вот здесь у меня все в золотом виде зажимы собраны. И следующий зажим, тоже для платка в такой классической форме. Здесь, по-моему, тоже нет маркировки. Нет, ошибаюсь. Маркировка есть. И это, сейчас, минуточку, Леда USA. Так вот. Отличного качества. В общем, вот такая коллекция зажимов для платка у меня есть. И, в общем-то, ну, встречаются с каждым разом все реже и реже. Скажу честно, так хочу. У меня тут здесь не зажимы случайно. Нет, по-моему, здесь больше нет. Если что-то встречу, то, конечно, определю вот именно в эту коллекцию. Встречаются все реже и реже. Стараюсь покупать, даже если в каком-то лоте, в каком-то мешке. В любом случае, я это все покупаю. Одна из крайних моих находок — это вот такой зажим для платка, тоже я вам его показывала. Ну и давайте продолжим разбор этого ящика с моими сокровищами. Эти зажимы идут, конечно, в один отсек, чтобы не путались больше. Так, здесь вот у меня нежные броши, винтажные. Вот такая брошечка. Здесь, по-моему, пластик. С кристаллами Авроры Бореалис, тоже находка недавняя моя, и она как бы вот, мне кажется, на нее или наступили, и как-то нажали, она такая нежная, и вот эти вот усики, они немножко лежат не так, как первоначально было задумано. Я не стала их выправлять, потому что хрупкий, по-моему, тонкий такой металл, она очень нежная. Я боюсь что-то в ней повредить, поэтому вот как есть, так и оставила. Вот такая чудная брошечка.
из этой же нежной серии вот такой букет. Кристаллы Аврора Бореалис. Очень нежные, красивого оттенка. Такие сиреневые кристаллы. Обратная сторона. Вот так выглядит старая брошь. Тоже думаю, что как-то она не совсем, не так пышно она лежит. Возможно, эта веточка так и была задумана. Сверкают кристаллы. Аврора Бореалис — это моя любовь. Покупаю всегда. Нахожу, если не задумываясь, обязательно беру, как говорится, хватай, беги. Так, ну вот из нежных таких украшений еще вот такая вот брошь есть. Такая нежность. Тоже показывала. Но вот видите, тоже есть сход эмали, есть и какие-то повреждения. Ну, не знаю, возможно, как-то они все-таки... Или, возможно, так оно и было, не могу сказать точно. В общем, вот такая небольшая коллекция нежных именно брошей тоже у меня есть. Но как коллекция, конечно, подобные вещицы я не выгуливаю. Я их просто достаю, любуюсь, показываю вам, мои дорогие. Ну и, конечно, не рискую так, чтобы их как-то потерять и повредить. Так, следующий отсек — это вот такая чудесная коллекция. Тоже очень похожа на Джормани. Видите, обратная сторона. Всем известная, знакомая. Вот такие листья. И это клипсы невероятной красоты, в отличном состоянии. Ну, это просто вот произведение искусства. И, конечно, вот подобные произведения искусства нужно только беречь. Это как музей, да? Как в музее. Вот такие чудные клипсы. Конечно, их эксплуатировать, и, конечно, их нужно беречь, потому что грязь, пыль, перепады температур, неправильная влажность или сухость воздуха, солнечные лучи, все это, конечно, будет влиять на, как говорится, на погибель этих украшений. Поэтому их нужно только беречь, хранить, сохранять и как-то так. Так, вот такая малышка почему-то здесь оказалась. Затем здесь вот такая эмалевая брошечка. Каким-то образом тут нарисовалась. Так, это что? И это Мане. Такая лаконичная, красивая, цветочная. Думаю, что пойдет она в цветочную тему. У меня есть похожий комод, где, ну, не комод, а стеллаж с цветочными эмалевыми украшениями. Тоже я, по-моему, вам их показывала. Вот эта брошь должна точно находиться там. Не на своем месте находится. Так, а здесь вот кабошон, который мне прям необходим. Я показывала, находила брошечку без этого кабошона. И сейчас, минутку, я даже знаю, где она лежит у меня. Подойдет. Мне хочется посмотреть, подойдет ли этот кабошон к той броши. Ой, так, брошь не нашла. Где-то она у меня... В общем, время надо, чтобы ее поискать. В следующем видео покажу, подошел ли этот кабошон. Мне самое интересно знать. Хотелось бы, конечно, потому что брошь фрукты. Тоже у меня есть яблочки, фрукты, что-то вот такое. И, в общем-то, одна брошечка у меня без вот как раз вот отсутствует вот эта деталь. Ну уж пошла, если речь про фрукты. Вот эти вот великолепные клипсы идут сюда же. Про фрукты речь зашла, то и, конечно, вот фруктовую тему тоже я вам покажу. У меня фруктов не так много. На самом деле вот такое яблочко. Тоже маркировка есть. Так, минуточку. Так, это Avon. Ну, очень красиво. Как я уже вам показывала в прошлом видео, что разные компании, известные бренды занимались производством украшений бижутерии для компании Avon. То есть Avon не занимается производством украшений. Я показывала вам, что от JG для Avon даже иногда так подписывают украшения. Тоже есть. Также из фруктов у меня вот такая груша.
Великолепнейшие с гранатовыми вставками. Гранатовое стекло. И это брошь маркированная. Так, минуточку. Стэнли, если правильно название прочитала. Возможно, но я в интернете находила похожих брошей тоже много. И с гранатовыми вставками я видела, и с зелеными вставками. Но у меня вот груша такая созревшая. И здорово, что, конечно, все кристаллики на месте. Такая чудная. Ну, в общем, если брошь нашла свой вот этот вот кристалл, то, в общем-то, я вам покажу в следующем, вернее, видео покажу, сошлось ли или нет. Не сошлось, не буду далеко его убирать. Вот, идем дальше. Следующее украшение это как тематические, тоже коллекция тематических украшений. Но я сейчас вижу, что она не в полном, так сказать, составе. То есть я тоже пыталась собрать, вернее, коллекцию вот каких-то либо для художников, для музыкантов, то есть музыкальные инструменты, художественные такие принадлежности. Есть еще типа швейные какие-то принадлежности, швейные машины, в общем, как-то тематические броши. Но и я сейчас понимаю, что у меня тематические броши все в разбросе. В разных местах. Это вот такой мольбертик небольшой. Тоже брошь старая. Обратная сторона вот так выглядит. Пыталась, когда я ее нашла, отмыть. Напишите, как можно убрать вот следы клея. Я думаю, что как-то либо подклеивали эти звездочки, либо это просто такое качество украшений. Так что напишите, я думаю, что подклеивали, как можно убрать вот следы клея. Кто-то мне писал, для снятия лака жидкостью можно убирать украшения. Но я так боюсь вот это делать, потому что я одно украшение уничтожила именно жидкостью для снятия лака. Так что я очень с опаской к этому отношусь. Ну и тоже вот в этой коллекции у меня вот такая музыкальные инструменты. Что это? Это там, я не знаю, домра, гитара. Ну, любители, вернее, знатоки музыкальных инструментов струнных, пожалуйста, напишите, что это за инструмент. Ну, в общем, как-то так. То есть стараюсь собрать именно тоже такую тематическую коллекцию в этом смысле. Так, и шикарные броши. Тоже коллекция шикарных брошей есть у меня. Ну, вот эта брошь, как сказать, меня терзают смутные сомнения. Это великолепнейшая брошь. Здесь и филигрань штампованная, и обратная сторона вот так выглядит. И это брошь-подвеска. И она просто шикарная, но, видите, филигрань с амальгамой, кабошончик центральный. В общем, шикарная брошь, но мне как-то она напоминает что-то современное. Я могу ошибаться, мои дорогие, но подобных вещей много я видела и на Алиэкспресс еще до того, как я начала увлекаться именно антикварными украшениями, винтажными украшениями. Мой интерес к бижутерии вообще уже меня сопровождает на протяжении всей моей жизни. И когда не было возможности, скажем, приобретать украшения, я старалась их делать, рассказывала, как я это делала из обычных пуговиц. Какие-то бусины собирались, в общем, все, что можно было найти. Затем появился сайт Алиэкспресс, много украшений, сайт этот я просматривала, шерстила от и до, и там покупала украшения. Но когда, приехав сюда, я увидела, что винтажные, антикварные, вообще бесценные украшения можно найти просто на свалке или приобрести совсем недорого. Конечно, моя любовь к антиквариату вот перешла уже вот в такую фазу коллекционированием. То есть вот хочу сказать, что похожие украшения на Алиэкспресс я в тот момент встречала. Хочется верить, что это что-то винтажное, ну, во всяком случае, или сделанное под винтаж. То, что это филигрань и такая шикарная брошь. Мне как бы она очень так заметная, красивая. Из этой же серии, так, не буду ее убирать, тоже, но уже 100% винтажная брошь. Это вот такая звезда. Да, вижу, есть потери кристаллов. И это
печально, но так, и так, здесь, по-моему, нет у меня в этом ящике этих кристалликов. Нужно подклеить, то есть вот ревизию, как я уже сказала, делать периодически нужно. Не только для того, чтобы знать, где что, да, но и какие-то украшения может отреставрировать, немножко подремонтировать, что-то вот так. А вот эту брошечку я оставлю, буду вклеивать кристаллики, но это уже 100% винтаж. Она тяжелая, она крупная. Обратная сторона застежка, плечики. И, ну, уже, как говорится, по ощущениям чувствуется, что она такая серьезная и явно не современные. Современные украшения, сплавы, они, как правило, легкие. Даже вот в сравнении вот с этой брошью, она, вот эта вот брошь, как бы крупнее, но она немного, но легче. Вот это прям тяжелая брошь, такая увесистая, так сказать, серьезная брошь. Так, ну и напоследок хочу показать, думаю, что вот из этой же серии вот эта брошь, это лилия. Тоже так обратная сторона выглядит, но она, думаю, что она винтажная, толстая. Так, толстая длинная игла. Прозрачный центральный кабошон. Очень красивый, думаю, что он родной, стеклянный. И такая штампованная филигрань. Тоже такая красивая брошь. И причем носить ее нужно именно вот как-то вот в таком положении, то есть в горизонтальном именно положении. Не так, а именно в горизонтальном положении. Мои дорогие, надеюсь, что сегодняшний разбор вам понравился. Продолжим разбирать коллекцию моих украшений, искать те предметы, которые были забыты, которые были найдены давно. Так что поиски клада продолжаются, и я жду ваших впечатлений и подсказок. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Продолжение следует. Всем пока-пока.